GTA 3 – первая игра серии, вышедшая в полноценном 3D. В далеком 2001 году она произвела революцию в игровом мире, благодаря своему открытому миру, свободе действий и отличной визуальной составляющей. В те годы игра выглядела очень хорошо, и мало кто мог с ней тягаться, но то было в далеких нулевых. Сейчас же, если играть в GTA 3, искушенный глаз заметит много мелочей, из-за которых игровой опыт уже не будет таким приятным и захватывающим, как при первом знакомстве много лет назад. Я решил это исправить, превратив GTA 3, если не в ремастер, то в достойный вариант для игры в наше время. Помогут мне в этом самые лучшие моды, авторы которых отличные люди сделали просто невероятное. Я же это все соберу в единое целое и покажу вам, как может отлично выглядеть игра, которой уже более 20 лет. Обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы не пропустить весь этап преображения. Устраивайтесь поудобнее, заварите кружечку горячего чая, ведь мы отправляемся в осенний Liberty City. У нас имеется оригинальная GTA 3. Перед установкой модификаций игру нужно подготовить, чтобы в дальнейшем все работало корректно и не доставляло проблем. Essentials Mod Pack – отличный сборник необходимых модов и программ, которые призваны обеспечить стабильную работу модификаций и игры в целом на современных ПК. В нем собрано более 10 полезных инструментов, благодаря которым игра будет работать с другими модами, со стабильной частотой кадров, с правильными пропорциями экрана и поддержкой современных форматов разрешений, поддержкой геймпадов и многим другим. Open Limit Adjuster снимает установленные по умолчанию ограничения игры. При установке большого количества текстурных и не только модов он обязателен. После установки всех необходимых программ сразу хочу провести HDLизацию элементов игрового интерфейса. Я заменю абсолютно все элементы интерфейса на более качественные. Начну с меню, ведь именно его одним из первых мы видим, когда запускаем игру. Я нашел отличный мод, в котором меню подогнано под современный формат разрешений, а также оно выполнено в отличном качестве. В архиве присутствуют разные вариации меню: серая, полуцветная и цветная. Каждый найдет вариант по своему вкусу. Я же остановился на классическом сером. Новый вступительный экран, который мы видим при загрузке игры, теперь он также в высоком качестве. Ну а для своей сборки я оставил собственный автограф. Еще я заменил экраны, которые мы видим между загрузками миссий и сохранений, теперь они также в отличном качестве. Новый HUD и радар сделают визуал еще лучше, а также значительно омолодят игру. Теперь все элементы HUD и карты будут радовать хорошим качеством. Уже стало значительно лучше. Теперь приятно смотреть на эти элементы. Еще один очень важный элемент – это шрифт. Именно от него зависит восприятие всех диалогов и игрового повествования. После установки Essentials Mod Pack был заменен .exe файл, и шрифт немного съехал в кучу. Чтобы это исправить и сделать его идеальным, есть отличный мод под названием «Тройной русификатор». Данный мод отлично русифицирует игру, а также предоставляет на выбор 3 варианта русификации на любой цвет и вкус. Плюс в нем есть отличный качественный шрифт. На этом HDLизация интерфейса завершена. Двигаемся дальше. Теперь необходимо заняться картой и окружением. Представляю вашему вниманию глобальный мод под названием Xbox Mod. Это очень большой мод, который исправляет и улучшает большое количество различных элементов. Улучшенные карты освещения, модели NPC с Xbox, транспорт также с Xbox версии, и он выглядит значительно лучше. Практически все текстуры игры заменены на более качественные, и это выглядит просто потрясающе. Исправлены крыши зданий и их коллизия. Частицы также взяты с Xbox. Еще портировано много других элементов, которых в ПК-версии ранее не было. В общем, это настолько большой мод, что на перечисление всего, что было изменено, уйдет очень много времени. Я просто рекомендую вам его попробовать, и вы больше не захотите играть в GTA 3 без него. Этот мод добавляет и исправляет пэдов из Xbox. Мод не так прост, как может показаться на первый взгляд. Если вы обращали внимание, то модели всех NPC в игре сделаны из разных стыкующихся друг с другом частей, и все эти стыки хорошо видно, если присмотреться. Этот мод заменяет модели оригинала, делая их значительно лучше, без стыков и швов. Плюс ко всему они более детализированы. Автор мода настолько заморочился, что дописал код и сделал полноценный скелет для всех моделей, за что ему огромное спасибо. Но самое крутое это то, что у всех главных героев в катсценах теперь будут полноценные руки и пальцы. И все это будет выглядеть как одно целое. У Клода теперь в течение всей игры будут нормальные руки. Казалось бы, такая мелочь, но когда речь идет про 20-летнюю игру, факт того, что модеры делают такие вещи, поражает.
Еще один из немаловажных элементов окружения, который я бы хотел изменить, это растительность. Среди новых текстур старая растительность выглядит неподобающе. Хоть Xbox Mod и заменяет растительность на более качественную, но и она как-то не сочетается с окружением. На мой взгляд, нужен иной вариант, и я нашел отличную замену. Этот мод не просто заменяет, но и добавляет растительность туда, где ее ранее не было. Более качественные и приятные модели растительности еще лучше подчеркнут атмосферу обновленной GTA 3. Да, не обошлось и без косяков, и иногда можно встретить торчащие элементы деревьев там, где их быть не должно. Но это мелочи, и лично мне это никак не мешает наслаждаться красивым видом растительности. Самое главное, она выглядит лучше, и ее больше. Настало время привнести некоторые улучшения и нововведения в игровой процесс, но все эти изменения строго в рамках оригинального сеттинга игры. Начну с управления. Мод Classic Axis позволяет камере вращаться вокруг игрока, так как это было в играх GTA, начиная с San Andreas. Кстати, в видео про Vice City я тоже использовал этот мод. С ним геймплей воспринимается значительно лучше. Liberty City Studios Vehicle Camera Port. Мод делает все то же самое, что и предыдущий, но теперь уже с транспортом. При нахождении в машине теперь можно будет вращать камеру вокруг автомобиля, что более удобно, нежели фиксированная камера по центру. Плюс в GTA 3 камера еще сильно задрана вверх, что неудобно. Но теперь камера полностью исправлена, и давайте добавим еще интересных модов. Real Time Map. Невероятно удобный мод для прохождения игры. Он позволяет нажатием одной клавиши делать радар больше, благодаря чему обзор карты будет значительно лучше. Как по мне, это очень удобно. В предыдущем видео про Vice City подписчик подсказал мне про мод на ачивки. Я ознакомился с ним, и мне показался он весьма интересным. За определенные действия в игре будут выдаваться ачивки, что делает игру более разнообразной в мелочах. Мне лично очень понравилась данная модификация. Такой же мод, к слову, есть и на Vice City. Я уверен, что многих бесит то, что в GTA 3 нельзя выпрыгнуть на ходу из машины. Подобного простого действия очень сильно не хватает в разных ситуациях. Но модеры смогли и это исправить, и сделали мод под названием Bailout, благодаря которому теперь можно выйти на ходу из транспорта в GTA 3. Конечно, тут не будет анимации выпрыгивания из авто, но сам факт, что уже можно покинуть транспорт, делает геймплей комфортнее. В GTA 3, так же как и в Vice City, нельзя переключать назад радиостанции. Мод Mouse Wheel Radio Changer это исправит. Теперь можно крутить радио вперед и назад без всяких проблем. Следующий мод, который привнесет много полезных функций в игру и позволит осуществить более тонкую настройку различных элементов, это Mix Sets. Я настоятельно рекомендую данный мод, ведь он исправляет многие моменты в игре в лучшую сторону. С помощью него можно настраивать эффекты, прорисовку лодов, геймплейные элементы и много всего другого. В настройках у каждого действия есть описание, разобраться не составит труда. В комплекте с модом идет уже настроенная версия, которая исправляет многие моменты. Я не оставил в стороне звук и нашел невероятно крутой мод, который значительно улучшает качество звука. Основная отличительная черта мода – это добавление эха в тех местах, где это должно быть. К примеру, в гараже, в арках, тоннелях и так далее. Все звуки в этих местах будут иметь эхо, будь то звук автомобиля или разговор. Вот пример. А также с этим модом все звуки игры становятся более насыщенными и качественными. Рекомендую тестировать в наушниках, и вы действительно заметите разницу. Я знаю, что многим и лично мне всегда хотелось, чтобы в играх серии GTA были диалоги на русском языке, так как зачастую смотреть, что там происходит в субтитрах, крайне неудобно, и многие моменты повествования остаются пропущенными. У меня для вас есть отличный мод под названием «Новый русификатор» для GTA 3. Его создатели ребята из GTA «Правильный перевод». На данный момент у них самые качественные русские озвучки для игр GTA серии. Давайте послушаем, как звучит их озвучка в GTA 3. Садись уже, черт тебя дери. Так значит, прачечная отказывается платить за крышу, а? Эти трояды думают, что могут тягаться со мной? Давай покажем этим крутым парням, что значит быть действительно крутым парнем. Да, преподаем же урок. Классная будет тачка, да? Итак, слушай. Достань тачку получше и езжай к убежищу на Сент-Марк, где подберешь моих друзей. У Эйтбола кое-какие дела наверху. Сделай мне одолжение. Одной из моих девиц нужно прокатиться, так что бери тачку, забери Мисти у клиники и перевези ее сюда. И запомни, никто не лапает моих девок.
Озвучка выполнена очень качественно. С такой озвучкой проходить игру будет одно удовольствие. Следующий мод был мне очень полезен при тестах различных модификаций. Возможно, и вам он также пригодится, так как я очень часто заходил в игру, мне нужно было, чтобы игра быстро запускалась без всяких интро и главных экранов. Поэтому я установил данный мод. Его можно настроить под себя, он также может загружать сразу игру с сохранения, а это значительно экономит время. Перейдем к самому интересному. Графику, эффекты, транспорт и кое-какие другие элементы я специально оставил на десерт. Еще одну чашечку чая налейте перед просмотром финальной части. Сейчас я вам покажу, как эти модификации сильно преобразят игру. SkyGFX уже классический мод для моих видео по преображению GTA. Его я использовал в Vice City и San Andreas, и теперь очередь дошла и до GTA 3. И тут в совокупности с другими модами он смотрится просто великолепно. Благодаря ему мы получим улучшенные отражения на транспорте, новые эффекты, красивые капли от воды и крови, освещение с PlayStation версии и много других крутых фич, которые серьезно подчеркнут атмосферу GTA 3, сделав ее одновременно и мрачной, где это нужно, и красивой с насыщенными тонами. Также вместе со SkyGFX нужно установить Sharp Trails, чтобы не было эффекта размытия на горизонте. В GTA 3 этот эффект не так отчетливо видно, как в Vice City, но все же лучше установить, чтобы ничего не портило вид. Project 2DFX. Знакомый по предыдущим видео незаменимый мод, позволяющий детально настроить дальность прорисовки. Для GTA 3 я решил сделать дальность прорисовки достаточно низкой, ведь в этой части должна сохраняться атмосфера мрачности, а без легкой дымки вдалеке этого добиться будет сложно. Но вы можете настроить его так, как вам захочется. Я оставлю ссылку на видео с инструкцией по его настройке. Как известно, стандартные тени GTA 3 оставляют желать лучшего. Это лучшее вы можете увидеть в виде пятен под игроком, другими NPC или транспортом. Данный же мод делает тени похожими на нормальные тени. Они мягкие, приятно выглядят и делают игру свежее. Тени есть у NPC, а также транспорта. С ними игра выглядит значительно моложе и лучше. Настало время показать вам заключительный мод в сегодняшнем преображении GTA 3. То, что я вам сейчас покажу, в свое время заставило меня удивиться настолько сильно, что если бы я не увидел это своими глазами, я бы не поверил. Встречайте GTA 3 HD Vehicles 3 Pack. Это невероятно качественный карпак для GTA 3. Качество моделей в этом паке настолько впечатляет, что у меня просто нет слов, чтобы описать, насколько сильно авторы этого мода постарались сделать такой шедевр. Весь транспорт воссоздан со своих игровых аналогов, только в значительно лучшем качестве. Модели очень хорошо проработаны, у некоторых моделей есть небольшие визуальные отличия по сравнению с оригиналом, но это абсолютно никак не портит геймплей. Машина полиции, к примеру, в этом моде окрашена в голубой цвет, как и должно было быть изначально в оригинале. Также этот мод улучшает текстуры и модели оружия, так что теперь и оружие будет в хорошем качестве. На этом мое улучшение GTA 3 закончено. На мой взгляд, игра отлично преобразилась и выглядит теперь просто великолепно. Самое главное, сохранена атмосфера игры. Давайте сделаем небольшое сравнение. Вот Definitive Edition, ремастер от Grove Street Games. А вот сборка с модами. Как вы считаете, что лучше? Напишите свое мнение в комментариях. Лично мое мнение таково. Мне гораздо приятнее играть в сборку, которая у нас получилась, чем в ремастер, на разработку которого, я уверен, ушел не 1 миллион. Все ссылки на моды будут в моей группе ВК. Ссылка на пост будет в описании. Кто не хочет заморачиваться с установкой и настройкой модов, можно скачать всю сборку целиком, со всеми установленными модификациями. Ссылка на Boosty также будет в описании. Я хочу сказать огромное спасибо ребятам, которые поддерживают меня подпиской на Boosty. Это очень круто и мотивирует делать контент. Спасибо вам всем. И кто подписывается, кто просто приобретает посты и кто просто посмотрел это видео. Я буду и дальше стараться радовать вас чем-то интересным. Рад был видеть вас у себя на канале. Увидимся на следующих видео.